Привет, друзья! После недавнего ролика, где я показывал логику цветокоррекции собственных снимков, получил множество интересных комментариев. Они были связаны с неоднозначным отношением к цветовому кругу и подбору цвета в целом. Я решил рассказать об одном бесплатном и полезном сервисе, с помощью которого можно не только подбирать цвет для съемки или корректировать его на стадии постпродакшена, но и анализировать работу других мастеров фотографии. Речь про Adobe Cover. Что умеет этот сервис? Во-первых, с помощью него можно познакомиться с цветовым кругом и основными алгоритмами цветовой гармонии. В том видео, которое я упомянул во вступлении, многие зрители отнеслись к принципам гармонии цвета со скепсисом. И часто писали о том, что законы сочетания цвета ограничивают творчество и вообще законы созданы для того, чтобы их нарушать. Но эти законы не мной придуманы и не взяты с потолка, а сам круг – это лишь представление спектра в виде окружности. С этой последовательностью цвета спорить невозможно. Это физика. Понять, гармоничное цветовое сочетание это или не гармоничное, мы можем мгновенно. Так как эволюция нашего зрения на протяжении истории сделала все, чтобы мы на психологическом уровне понимали, комфортен для нас цвет или нет. Я не говорю про разные культуры или городскую среду, где можно встретить баннеры салатово-красных сочетаний, но они вряд ли могут доставить вам комфорт, только если вы не ценитель кислоты или у вас дальтонизм. К слову, 8% людей на планете видят цвет искаженным. Одним словом, какое для вас цветовое сочетание кажется комфортным и гармоничным? Справа или слева? А вот здесь? Или вот этот вариант с измененным цветом? Понимаете логику? Даже не обладая большими знаниями о цвете, подавляющее число людей все равно считает вариант слева гармоничным по цвету. Поэтому я не считаю, что законы цветовых сочетаний как-то ограничивают нашу фантазию. Даже фотографии Ла Шапеля, несмотря на огромное количество цветов, все равно имеет логику в рамках цветового круга. Об этом чуть дальше. Итак, цветовой круг и цветовые схемы. Существует несколько цветовых схем, позволяющих сочетать цвета на базе их количества. Прежде всего, это работает во время подготовки к съемочному процессу. Понимая, какой цвет у нас будет основным в окружении, мы можем внимательно подобрать цвет одежды нашей модели или элементов пространства. Например, лично я пользуюсь самыми доступными цветовыми схемами для сочетаний. Комплементарной схемой, последовательной схемой и треугольной схемой. Кстати, не стоит себя ограничивать и использовать при подготовке к съемке только два цвета, например, если мы смотрим на комплементарную схему. У нас в запасе всегда есть нейтральные цвета. Это черный, белый и серый, которые сочетаются с любой цветовой схемой. Отчасти алгоритмы подбора цвета можно использовать в обработке, например, перекрашивая одежду или пространство. Мы просто соотносим цвет из цветового круга, вот этот хекс-код, и настраиваем по этому коду соответствующий цвет при редактировании. Например, я копирую значение, открываю палитру, вставляю этот хекс-код и на новом слое рисую его кистью и затем подстраиваю под него цвет. К слову, не обязательно это делать пиксель в пиксель, важно понимание оттенка. Если вам будет интересен принцип, напишите в комментариях, сделаю на эту тему отдельное видео. Но обычно еще до съемки я четко понимаю, какие условия у нас будут, какой цвет будет в кадре, и я просто подбираю либо цвет одежды, либо цвет окружения под цвет одежды. Смотрим на следующую вкладку «Извлечение темы». А вот это уже интересная штука для исследователей. С ее помощью мы можем разложить любую картинку на отдельные цветовые акценты, чтобы посмотреть структуру самого изображения. Мы просто кликаем «Загрузить изображение» и выбираем снимок. Через пару секунд получаем все ключевые цвета на фотографии. Если нам важно понять, на основе какого цветового сочетания все это дело выстраивается, переключаем на цветовой круг и видим логику. Единственное, что вариантов отображения оттенков здесь много, зависит это дело от алгоритма, который ориентируется на точку черного, белого и серого. Лично я переключаю на вариант темное. Как мне кажется, этот вариант наиболее оптимален. Посмотрим на работы Энни Лейбовиц. Загружаем фото, активируем цветовой круг и, заходя наперед, скажу, что у Энни всегда либо последовательная цветовая схема на снимках, где оттенки находятся рядом, либо сочетание с комплементарной, где есть какой-то контрастный цвет относительно всей сцены. Есть ли логика цвета, основанная на принципах гармоничных сочетаний? Безусловно. Вы не найдете у нее снимков,
которые эту цветовую логику нарушают. Давайте посмотрим на более радикальный вариант работы с цветом и Дэвида Лашапеля. Загружаем, оттенков гораздо больше, но это составная цветовая схема. Вот она. Конечно, с ней работать нужно уметь, но тем не менее принцип соблюден, даже если сперва нам это не казалось. Или еще один вариант. Что мы видим? Слегка скорректированная треугольная цветовая схема, которая тоже укладывается в логику утвержденных цветовых сочетаний. Если вы попробуете загрузить кадры из кинофильмов, вы всегда будете видеть принципы цветовых сочетаний, которые существуют уже столетия. Практически все такие изображения всегда повторяют установленные уже столетия принципы. В общем, активно рекомендую подгружать снимки известных мастеров и внимательно смотреть за их цветом. Начнете улавливать многие совпадения. Ремарка. Здесь идет речь о постановочной портретной фотографии, а не городских пейзажах, хотя их мы можем корректировать на постпродакшене. И, наконец, третья функция – это извлечение градиента. Тоже полезная вещь, если вы снимали фото в подобных условиях и хотите все затонировать под конкретный пример. Мы получаем плавные переходы с фиксацией цвета в hex-коде и можем эти градиенты сохранять, перехватывать, скачивать и применять к нашей фотографии. Об этом я рассказывал в других роликах, повторяться не буду, оставлю ссылки в описании. Вот такой полезный и бесплатный сервис для тщательной работы с цветом и анализом этого самого цвета. Безумно полезная штука, которая пригодится всем фотографам. Друзья, не забывайте поддерживать канал на Бусти, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.